С наступлением весны 2023 года в Вашингтоне начинают циркулировать слухи. Нечто странное происходит вокруг самого охраняемого объекта Америки — Форт Нокса. За огромными железными воротами, под надзором вооруженных до зубов военных, скрывается сердце национального золотого запаса. Впервые за несколько десятилетий государственная инспекция просит доступ ко всем хранилищам, и вот в течение одной недели, без предварительного объявления, десятки черных внедорожников появляются на территории комплекса. Их номера не совпадают ни с одной известной государственной службой. В сопровождении неизвестных людей в строгих костюмах техника заезжает внутрь комплекса, а местных сотрудников просят освободить часть помещений. Никто не объясняет причины активности, и к концу недели Форт Нокс превращается в настоящую зону молчания. Мобильная связь полностью заблокирована. В это же время местные жители замечают странные полеты вертолетов без опознавательных знаков, которые кружат над зданием на протяжении ночи. Военные патрули становятся плотнее, появляется множество новых камер наблюдения. На парковке следы сверхтяжелых грузовиков. Уже через пару дней разлетаются слухи. Якобы ночью в ангар с золотым запасом доставляют контейнеры, внутри которых не видно ни единого слитка. Вскоре по периметру складируются десятки ящиков размером с обычный домашний холодильник. Охрана не дает никому подойти ближе, даже журналисты из крупнейших медиаагентств отказываются комментировать ситуацию. Впервые за последние 30 лет специальная комиссия Министерства финансов требует провести экстренную сверку слитков. Несколько финансовых аналитиков утверждают, что в эти же дни в Вашингтоне наблюдается редкая активность на рынке золота, количество государственных закупок подскакивает почти вдвое. Все данные о перемещениях внутри Форт Нокса становятся строго засекреченными. Внутренние отчеты не публикуются, а попытка одного из сотрудников рассказать в местной газете об увиденном заканчивается увольнением и подпиской о неразглашении. В закрытой зоне несколько подвальных уровней Форт Нокса оборудуются датчиками движения и сложнейшими системами давления. В ночные часы приезжает группа зарубежных специалистов, которых сопровождают агенты секретной службы. Никто не представляет, какую роль они играют, но известно, ни один из них ранее не работал в этом регионе. Повышенная тревожность сотрудников охраны чувствуется на каждом шагу. Всех заставляют сдавать технику и лишние аксессуары еще на контрольно-пропускном пункте за несколько миль до входа. Через несколько дней после начала рейда местные банки начинают получать непривычные инструкции. Оформление крупных сделок с золотом временно прекращается без объяснения причин. Руководителям центральных банков в Лондоне и Франкфурте отправляются зашифрованные сообщения с маркировкой «Совершенно секретно». В эти же дни анонимные источники заявляют, на крупнейшей бирже металлов начинается беспрецедентное давление на поставщиков американских слитков. Закупочные цены взлетают до максимума за последние 20 лет, а в Нью-Йорке объявляют о начале внеплановой проверки запасов крупнейших банковских депозитариев. Только спустя 15 дней появляются первые официальные сообщения. Правительство США подтверждает факт проверки золотого резерва, но отказывается раскрывать детали. Из Форт Нокса исчезает часть машин и грузовиков, территория постепенно возвращается в привычный режим. Но отголоски этой операции еще долго обсуждаются среди экономистов и инсайдеров. Одни утверждают, что в хранилище обнаружили подмену слитков, другие, что золото активно перемещается в другую часть страны. Лишь спустя несколько недель специалисты замечают, в Форт Нокс прибывает оборудование для переплавки, ранее такого здесь никогда не фиксировали. И вот, когда страсти вокруг загадочного рейда постепенно затихают, США неожиданно начинают рекордные закупки золота. Что именно толкнуло Вашингтон пойти на этот шаг и почему золотой запас вновь становится стратегическим оружием для Америки? За последние несколько недель аналитики фиксируют аномальное поведение финансовых ведомств и частных банковских операторов Вашингтона. Внеплановые телефонные звонки между федеральными резервистами и крупнейшими банками Уолл-стрит звучат буквально круглосуточно. Уже на второй день после рейда в Форт Нокс федеральное правительство отправляет срочные запросы почти всем стратегическим торговым партнерам. Требуется ускорить выполнение старых контрактов на поставку золота. Из ЮАР и Канады приходят сообщения. Спецрейсы из Штатов начинают прилетать значительно чаще, чем обычно, а местные таможенники говорят о беспрецедентном уровне конфиденциальности.
В Лондоне, где располагается одна из ключевых золотых бирж, брокеры замечают странные заявки на покупку слитков сразу целыми партиями, хотя раньше подобные лоты разбивались на десятки мелких сделок. Трейдеры говорят о том, что американская сторона буквально сметает запасы первого класса у всех доступных поставщиков. Практически все сделки проходят через офшорные компании. Имена конечных бенефициаров скрыты, но по косвенным признакам ясно, это не частные лица, а именно государственные структуры. Параллельно в Нью-Йорке на Манхэттене риэлторы замечают резкий спрос на огромные складские помещения и старые банковские хранилища. Объекты, которые годами стояли пустыми, внезапно арендуются сразу на 15-20 лет вперед. Арендаторами выступают не только местные, но и зарубежные корпорации, связанные с государством. Жители Манхэттена сообщают, что по ночам к этим объектам стягивается тяжелая техника и длинные грузовые трейлеры, заезжающие к воротам под усиленной охраной. Одновременно с этим оборотные капиталы крупнейших инвестиционных фондов Америки резко сокращают вложения в гособлигации и выводят часть средств в активы, привязанные к золоту. По официальной статистике, за последние 3 недели на счета Федерального резервного банка поступило столько золота, сколько не фиксировалось со времен кризиса 70-х. В Министерстве финансов не комментируют ситуацию, но на финансовых новостных лентах появляется информация. Страховые компании требуют пересчета всех слитков в хранилищах, а страховщики Ллойда поднимают тарифы на обслуживание американских перевозок драгметаллов. В Вашингтоне руководство полиции переводит патрули в районы банковских серверов на круглосуточное дежурство. Пропуск к финансовой инфраструктуре выдается только по спецразрешению, а все внешние участки перекрываются бетонными блоками и бронированными фургонами. В этот же момент частные охранные компании фиксируют наплыв заказов на сопровождение грузов, причем в разы превышающих средний спрос для этого сезона. В частных портах Бостона и Нового Орлеана начинают появляться морские контейнеры с маркировкой драгметаллов. Погрузка ведется только ночью, и, по словам докеров, за каждый контейнер отвечает сразу несколько служб безопасности, в том числе представители таможни и секретные агенты. Контейнеры выгружаются без предварительного уведомления и тут же отправляются по железной дороге на запад. Сообщения о маршрутах строго засекречены, а любые попытки узнать точное направление заканчиваются визитом людей в темных костюмах с федеральными удостоверениями. В Сенате и Конгрессе на время блокируются все вопросы, касающиеся закупки золота. Депутаты получают закрытую рассылку с требованием не обсуждать детали операции даже с личными помощниками. Финансовый комитет приостанавливает публикацию квартальных отчетов до особого распоряжения. Известно лишь одно. Сумма, выделяемая на закупку слитков, превышает бюджет всех американских экспортных программ за последние 5 лет. На частных встречах между чиновниками Федерального резерва и представителями крупнейших банков раздаются команды срочно выводить из оборота все старые слитки и заменять на новые. Начинается массовый пересчет и переплавка, специальное оборудование завозится на частные заводы в Иллинойсе и Техасе. Операторы хранилищ вынуждены работать без выходных, а в прессу просачиваются только слухи о том, что внутри крупнейших логистических центров по ночам устанавливают дополнительные системы охраны. В международном сегменте американские дипломаты резко активизируют работу с Китаем, Индией и странами Персидского залива. Предложения о тайных обменах активами на золото обсуждаются в формате закрытых видеосовещаний, и ни одна встреча не раскрывается в открытых источниках. В Лондоне представители американских банков внезапно отказываются от длинных контрактов на поставку других металлов, полностью переключившись на золото высшей пробы. Некоторые поставщики из Дубая получают предложения, которые превышают рыночную цену на 15%, лишь бы отгрузка была сделана максимально быстро и без лишних вопросов. В этот момент крупнейшие золотоперерабатывающие компании Америки работают на полную мощность, а в чартерных документах воздушных перевозчиков появляются новые маршруты между южной границей США и Карибскими островами. Специалисты по безопасности заявляют о появлении неизвестных самолетов, регулярно летающих между Майами и закрытыми аэродромами в Техасе. По неофициальной информации, среди сопровождающих грузы замечены старшие офицеры спецслужб. Пока весь мир обсуждает причины и детали этих событий, мировая финансовая элита собирается в Нью-Йорке на неожиданные ночные переговоры. Количество частных джетов на взлетной полосе аэропорта Ла-Гуардия достигает максимума за всю весну.
Никто не раскрывает тематику встреч, но известно, в списках гостей представители крупнейших банков Британии, Швейцарии, Гонконга и Саудовской Аравии. Уже на следующее утро в прессе появляется утечка. В одном из небоскребов Манхэттена прошли секретные консультации, последствия которых вскоре почувствует не только доллар, но и весь мировой финансовый порядок. Весенней ночью Манхэттен превращается в арену международных переговоров. В частном терминале аэропорта Ла-Гуардия взлетная полоса забита частными джетами. За считанные часы прилетают делегации из Лондона, Цюриха, Гонконга, Сингапура, Эр-Рияда и Женевы. Среди прибывших главы крупнейших мировых инвестиционных фондов, руководители суверенных фондов Персидского залива, представители ведущих банков Британии и Швейцарии, а также советники по финансовой безопасности сразу нескольких королевских домов. Для большинства гостей организаторы выделяют премиальные автомобили с тонированными стеклами. Кортежи в сопровождении охраны отправляются в сторону Брюер-стрит, где полностью перекрывают движение в радиусе 2 кварталов. В деловом центре Манхэттена арендуют полностью этажи элитных небоскребов с собственными подземными лифтами. Официанты и обслуживающий персонал проходят трехступенчатую проверку, а систему безопасности возглавляют бывшие сотрудники ЦРУ и MI6. К началу переговоров все мобильные телефоны гостей изымаются, интернет и связь глушатся, ни один сигнал не покидает пределы здания. Конференц-залы напичканы оборудованием для блокировки скрытых прослушек, а на каждом входе стоят вооруженные охранники с автоматами. Для появления на переговорах даже членам королевской семьи требуется одобрение американских спецслужб. Один из залов превращается в настоящий стратегический центр. На столах огромные карты и схемы, финансовые отчеты с десятками подписей, графики перемещений золотых резервов по регионам мира за последние 6 месяцев. Главная тема для обсуждения держится в секрете, но буквально через несколько часов после начала встреч СМИ публикуют фото кортежей у здания фонда Лазард, а на Манхэттене фиксируют появление банковских директоров, чьи имена редко появляются в прессе. Закулисные встречи проходят по строгому расписанию. В каждом кабинете максимум 5-6 человек без права использовать записывающие устройства. В отдельном крыле здания размещаются представители Саудовской Аравии и Катара. Их сопровождает личная охрана, а переговоры ведутся исключительно через переводчиков, одобренных спецслужбами. Иностранные гости не покидают территорию небоскреба в течение 3 суток. Их доставка осуществляется по подземным тоннелям между зданиями, которые охраняет спецназ нью-йоркской полиции. В кулуарах мелькают высшие руководители американских инвестиционных банков. Обсуждаются не только вопросы скупки золота, на столе контракты на экстренную переплавку, предложения по обмену активами с зарубежными фондами, а также схемы по сохранению ликвидности долларовых счетов. Отмечено, что за последние 3 дня объем сделок на межбанковском рынке вырос в 10 раз. Специалисты из Швейцарии и Гонконга отдельно обсуждают условия хранения золота на территории Штатов и европейских стран. В отдельных кабинетах проходят переговоры между делегациями Южной Кореи, Японии и Сингапура. Их интересует не только золото, но и будущая структура расчетов по ключевым энергетическим контрактам. Американская сторона выдвигает предложение по созданию закрытых трастов в Нью-Йорке. Эти структуры позволят хранить активы вне досягаемости третьих стран. Помимо финализации соглашений по физическим поставкам золота, банкиры обмениваются договорами на аренду крупнейших сейфов в новых логистических центрах Америки. Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Специальные группы обсуждают маршруты перевозки драгметаллов, схемы эскорта и двойной контроль над перемещением каждого контейнера. В залах устанавливаются временные центры мониторинга. Тут на огромных экранах отслеживаются перемещения грузов от южных портов Америки до новых хранилищ под Нью-Джерси и в районе Чикаго. На столе графики страховки и планы экстренной эвакуации золотых запасов на случай форс-мажорных обстоятельств. Самой неожиданной становится встреча руководителей крупнейших страховых компаний мира. Они обсуждают повышение цен на полисы, условия выплаты компенсаций при попытке национализации активов, а также нюансы страхования золота, транспортируемого через зону Карибского бассейна. Директора европейских и ближневосточных финансовых групп требуют разъяснений. Почему американская сторона так настойчиво настаивает на реэкспорте части золотых слитков обратно в Лондон и Дубай? На следующие сутки группа юристов берется за оформление сверхсекретных контрактов.
В документах прописываются обязательства по хранению драгметаллов на внутриамериканских складах, а также права на экстренное перемещение активов между континентами. Для каждого участника создаются персональные протоколы доступа к счетам и запись отдельного кода для дальних резервных сейфов, расположенных за пределами американской юрисдикции. Параллельно продолжаются переговоры по расчетам в неофициальных валютах, происходит обмен электронными акциями, эмиссией облигаций и даже предоставлением краткосрочных кредитных линий под залог золота. К концу третьих суток в небо над Манхэттеном вновь поднимаются десятки джетов. Делегации возвращаются домой с подписанными соглашениями и резервными копиями контрактов, зашифрованными на специальных носителях. Утром на Уолл-стрит фиксируется резкое изменение в движении капиталов. Банковские аналитики отмечают рост спроса на защитные активы и биржевые фонды, привязанные к золоту. Но, несмотря на общую секретность переговоров, инсайдеры уверяют, в Нью-Йорке установлены новые правила игры для глобальных финансовых элит. Той же ночью изменяются условия кредитования, а несколько центральных банков размещают в прессе объявления о предстоящих внутренних аудициях золотых резервов. Пока финансисты по всему миру пытаются разобраться в деталях Нью-Йоркских соглашений, в Вашингтон поступают новые тревожные сигналы. Кто-то из международных партнеров начинает атаковать позиции доллара на глобальных рынках. О том, кто и зачем бросает вызов американской валюте, узнаем совсем скоро. В начале апреля финансовые рынки сотрясает неожиданная новость. Два крупнейших банка Китая практически одновременно выставляют на открытые торги огромные пакеты облигаций, номинированных в долларах, сразу на сумму, превышающую общий объем всех таких размещений за последние 5 лет. Одновременно с этим на фондовых биржах Гонконга и Шанхая брокеры фиксируют всплеск сделок с деривативами, которые напрямую зависят от курса американской валюты. Тысячи контрактов на понижение доллара оформляются за считанные часы. Информационные агентства не успевают обновлять ленты новостей. На валютных платформах в Дубае и Сингапуре трейдеры замечают, что крупнейшие фонды Персидского залива начали массово переводить резервы из долговых обязательств США в физическое золото и серебро. Параллельно Европейский центральный банк публикует внутренний меморандум. В нем говорится о прекращении закупок новых казначейских облигаций США на следующий квартал. Руководство Банка Германии требует пересмотреть долю резервов в долларах, а Совет директоров крупнейших швейцарских и британских банков созывает внеплановые совещания. Руководители фондов, связанных с ОПЕК, отправляют анонимные письма крупнейшим нефтяным трейдерам. Часть контрактов на поставку сырья теперь должна оплачиваться либо в евро, либо напрямую золотом без участия доллара. В Нью-Йорке на Уолл-стрит происходят срочные совещания крупнейших инвестиционных домов. Аналитики предупреждают, на глобальных форумах правительства Китая и России синхронно заявляют о необходимости создания запасных валютных коридоров для расчетов по международным торговым операциям. Тем временем в московские и пекинские биржевые агентства поступают заявки на массовое открытие счетов для расчетов в юанях и рублях. Суммы переводов достигают рекордных значений со времен кризиса 2000-х. Сингапурские банкиры открывают специальные счета для экспресс-обмена золота, а представители индийских госбанков подписывают соглашения о прямых расчетах с компаниями Ближнего Востока. На Ближнем Востоке запускается новая цифровая платформа. Через нее центральные банки Катара и Саудовской Аравии начинают обменивать собственные валюты на золото в обход традиционных финансовых систем. Сделки проходят за считанные минуты, и уже на следующий день в банковских портах Дубая фиксируется загрузка первых контейнеров с драгметаллами. Их тут же отправляют в новые частные хранилища, арендованные через офшорные трасты в Лондоне. Турецкие авиалинии вводят дополнительные грузовые рейсы в направлении Южной Африки и Нью-Йорка, но эти рейсы, по данным авиадиспетчеров, не подаются в открытые базы данных. В то же время Центральный банк Бразилии отзывает часть долларовых активов из американских депозитариев, резко увеличивая закупку золота через лондонский рынок. Аргентина и Мексика объявляют о переходе на расчеты в национальных валютах при торговле с Китаем и Индией. Впервые за долгие годы доллар полностью выпадает из торговых соглашений на целых континентах. В Африке сразу несколько стран, включая Южную Африку и Нигерию, подписывают меморандумы с азиатскими партнерами. Расчеты за поставку полезных ископаемых теперь также привязываются к золоту или юаню. В эти же дни анонимные источники на токийских и сеульских биржах сообщают о массовой продаже казначейских векселей США.
Японские банки корректируют свои резервы, ускоряя пересмотр портфелей с упором на евро и золото. В Сеуле финансовые чиновники консультируются с коллегами из Пекина, обсуждается возможность создания нового расчетного центра для азиатских стран с минимальным участием доллара. Вечером в Вашингтоне на срочную встречу собираются представители Федерального резерва и Министерства финансов. На повестке предотвращение бегства инвесторов из казначейских бумаг. Агентства рейтинга срочно пересматривают прогнозы, а в закрытых чатах между трейдерами обсуждается план создания новых стимулов для иностранных покупателей американских облигаций. В Нью-Йорке по ночам проводят секретные брифинги для крупных иностранных инвесторов. Им обещают налоговые льготы и расширение гарантированных программ страхования, если они не будут выводить активы из доллара. В цифровых СМИ начинают появляться сообщения. В Даркнете распространяется информация о потенциальных дефолтах корпоративных долгов США. Атака на доверие к доллару идет не только с помощью финансовых инструментов. Хакерские группировки, связанные с азиатскими странами, запускают широкомасштабные кампании по дезинформации, нацеленные на крупнейшие банки Лондона и Нью-Йорка. Фишинговые атаки, фальшивые отчеты и слухи о проблемах в работе американских бирж буквально захватывают новостные ленты. Аналитические центры в Лондоне и Франкфурте фиксируют, за первые 5 дней апреля объемы торгов золотом на межбанковском рынке увеличиваются почти втрое. Банкиры срочно выкупают защитные активы, в то время как некоторые крупнейшие суверенные фонды закрывают счета в американских банках и переводят деньги на офшорные площадки в Сингапуре и Цюрихе. Особо показательно, что в эти же дни несколько правительственных агентств России и Китая официально заявляют о начале программ по формированию резервов, полностью независимых от доллара. Они заключают прямые контракты с ближневосточными странами и южноамериканскими компаниями, договариваясь о встречных поставках золота, нефти и стратегических металлов. В частных переговорах между чиновниками Германии и Франции обсуждается идея создания европейского золотого счета, специального фонда, куда будут направляться новые резервы для защиты национальных валют. Вокруг доллара формируется невидимая, но мощная сеть саботажа. Правительства, банки, финансовые корпорации и даже киберпреступные группировки координируют свои действия, чтобы ограничить влияние американской валюты на мировой арене. В ответ в Вашингтоне начинают готовить беспрецедентные меры сдерживания. О них станет известно совсем скоро, когда доллару бросают открытый вызов сразу на нескольких континентах. В разгар геополитического шторма золото неожиданно превращается в главный инструмент финансовых разборок между державами. Первыми в игру вступают ближневосточные страны. Еще недавно они хранили большую часть резервов в американских бумагах, но теперь переводят миллиарды долларов в физический металл. В Дубае брокеры организуют круглосуточные сделки, отправляя сотни слитков чартерными бортами через турецкие и греческие хабы. По сведениям страховых компаний, маршруты грузовых самолетов меняются каждый день. Ни один самолет не повторяет путь дважды. Секретные команды перевозчиков получают инструкции не разглашать координаты посадки даже капитанам судов. В столицах Евразии запускаются новые центры расчетов, которые ведут сделки только в золоте. Москва, Пекин, Анкара и Бангкок договариваются о взаимном зачислении платежей за энергоносители без участия американской валюты. Для крупных сделок российские банки арендуют хранилища в катакомбах Стамбула, где за сохранность грузов отвечает частная военизированная фирма. Китайские логистические операторы используют флот из десятков рефрижераторных судов, замаскированных под перевозку рыбы, чтобы не привлекать внимание морских патрулей США. В Соединенных Штатах межведомственные комитеты срочно собирают информацию о новых маршрутах золота. Спецслужбы начинают тесную работу с налоговой и пограничным контролем. В портах Майами и Хьюстона проводятся скрытые проверки партий золота из Южной Америки. Эксперты в области киберразведки выявляют десятки новых компаний-прокладок, которые появляются в Панаме и на Багамах. Через них проходят миллионы долларов, которые сразу обналичиваются в слитках мелкой фасовки. В Европе активируются сейфовые фонды. В Лондоне сразу несколько частных банков переводят клиентские резервы на счета в Цюрихе и Лихтенштейне. Швейцарские авиалинии вводят ночные грузовые рейсы только для перевозки слитков. Директора сейфовых хранилищ вынуждены нанимать вооруженных сопровождений из числа бывших спецназовцев, а полиция Лондона выделяет отдельный отдел для расследования нападений на бронированные грузовики.
За океаном, в Южной Америке, золото начинает использоваться как основной платеж для экспорта нефти, а крупнейшие рудники в Перу и Чили работают на экспорт в Азию. Местные власти фиксируют рост заявок на аренду старых банковских хранилищ и шахт. Именно туда прибывают ночные рейсы с драгметаллами из Бразилии и Колумбии. В этот же момент американское консульство в Лиме направляет дипломатическую ноту с требованием ужесточить экспортные проверки, однако перуанцы игнорируют обращение. Параллельно Индия официально разрешает экспортерам и импортерам рассчитываться за товары в золоте. Министерство финансов страны размещает облигации, обеспеченные золотым обеспечением, на сумму, покрывающую трехлетний объем импорта нефти. В Мумбаи появляется новый биржевой инструмент — физические слитки, привязанные к реальным запасам в подземных сейфах. За первые 3 часа торгов брокеры продают столько золота, сколько в обычном режиме проходит через биржу за 1,5 месяца. В ответ Соединенные Штаты начинают запускать программу мониторинга золотых потоков. В американских посольствах появляется новый отдел, который контролирует перемещение ценных грузов по дипломатическим каналам. Госдепартамент внедряет систему отслеживания морских контейнеров с помощью спутникового слежения. Каждое судно, замеченное у берегов Кубы или Панамы, берется на особый контроль. На Ближнем Востоке страны Персидского залива формируют собственный расчетный блок. За поставки нефти принимаются только 2 валюты — евро и слитки золота с серийными номерами. Для перевозки крупного объема драгметаллов используются специальные бронированные составы, в сопровождении которых едут машины с глушилками связи и переносными радарами. По ночам на приграничных терминалах Саудовской Аравии сворачивают работу проверочные пункты. Пропуск грузов происходит без оформления обычных документов, детали маршрутов хранятся в абсолютной тайне. В то же время российские и китайские банки разрабатывают транснациональную цифровую платформу обмена золотом. Через нее подключаются крупнейшие сырьевые трейдеры из Африки и Латинской Америки. В первые сутки работы на платформе проходит обмен между юанями, рублями и реальным золотом на сумму, эквивалентную месячному обороту всего рынка палладия. На фоне золотой лихорадки инвесторы бьют тревогу. Крупнейшие суверенные фонды Скандинавии объявляют о частичной передислокации резервов в физические активы. В Осло и Стокгольме закрывают доступ к данным о запасах в хранилищах, а спецслужбы арендовывают ангары для временного размещения слитков, прибывающих с борта частных самолетов из Роттердама и Гамбурга. Между тем, крупнейшие южнокорейские промышленные корпорации договариваются с турецкими банками о прямых расчетах при строительстве новых заводов. Турция открывает клиринговый центр в Стамбуле, который обеспечивает почти мгновенный обмен золота на товары, минуя долларовые коридоры. В Соединенных Штатах появляется новый формат санкций. Спецслужбы пытаются блокировать сделки, связанные с нелегальным оборотом золотых слитков. Вводятся новые контрольные списки для морских портов, а в Нью-Йорке появляется отдельный суд только для дел о контрабанде драгметаллов. Параллельно запускается кампания по перехвату финансовых потоков через офшорные площадки, однако число новых компаний-однодневок только растет. К лету почти все крупные сделки между крупнейшими развивающимися странами уходят в тень, не фиксируется обычная отчетность, а золото становится универсальным языком финансовых войн. В этих условиях каждый новый шаг игроков может переиграть старые правила, и именно сейчас мир готовится к самой масштабной перезагрузке глобальной экономики за многие десятилетия. Уже совсем скоро проявятся признаки этого перелома, когда крупнейшие инвесторы начнут принимать решения, которые перевернут привычные финансовые потоки. В середине весны сразу несколько американских инвестиционных гигантов в частном порядке уведомляют своих крупных клиентов. Привычные инструменты долгосрочных вложений теперь под особым контролем, а любые транзакции объемом свыше $5 миллионов подвергаются дополнительной проверке. В тот же вечер ведущие брокеры с Уолл-стрит массово бронируют консультации у юристов по вопросам иностранных юрисдикций. За одну ночь на серверах крупнейших банков фиксируется волна переводов средств из долларовых счетов в новые трастовые структуры на Каймановых островах, в Панаме и Сингапуре. По данным одной из международных аналитических платформ, в этот период объем капиталов, выведенных американскими институциональными инвесторами на зарубежные площадки, достигает максимума с момента кризиса 70-х.
Одновременно резко возрастает спрос на транспортировку драгоценных металлов частными чартерными авиалиниями. В аэропортах Лос-Анджелеса и Майами фиксируют новые рекорды по количеству мелких частных рейсов, каждый из которых оформлен через подставные лизинговые компании. Местные брокеры предлагают страховку на груз, который на лету меняет владельца сразу несколько раз, от американской структуры к азиатскому фонду и обратно. В Лондоне и Женеве сейфовые хранилища переходят в круглосуточный режим работы, а лист ожидания на аренду безопасных ячеек растягивается на месяцы вперед. Владельцы семейных фондов, которые раньше держали большую часть капитала в американских облигациях, теперь отправляют доверенных представителей на аукционы крупных золотых слитков, где ставки вырастают на 40% выше биржевых котировок. Только за одну неделю с аукционов в Цюрихе исчезает такой объем золота, который обычно реализовывался за 3 месяца спокойной торговли. Банковские менеджеры получают секретную рассылку. Запрещается раскрывать любые детали клиентов, переводящих средства за рубеж, а сделки с драгоценными металлами должны проводиться только через внутренние коды, чтобы избежать внимания налоговых агентств. Ведущие страховые компании повышают тарифы на перевозку слитков внутри Америки. Новая страховка покрывает не только физическую утрату, но и риски временной национализации в случае чрезвычайного положения. На фоне суеты глобальных рынков в Нью-Йорке появляются сообщения о первых задержках в обслуживании крупных клиентов банков, пытающихся вывести наличные объемом свыше $2 миллионов. Руководство одного из ведущих банков, зарегистрированного в штате Делавэр, внезапно отменяет доступ к интернет-банкингу для зарубежных юридических лиц, объясняя это необходимостью сверки новых протоколов безопасности. В этот же период на биржах фиксируется резкий всплеск сделок с фьючерсами на золото с поставкой в течение ближайших 3 месяцев. Трейдеры отмечают, количество желающих купить физический металл в Нью-Йорке превышает предложение почти в 9 раз. В компании, специализирующейся на логистике драгметаллов, записываются в очередь клиенты из Силиконовой долины и Токио. Для многих это первый опыт хранения активов вне банковских счетов. В сфере недвижимости Манхэттена и Чикаго неожиданно активизируются фонды, связанные с технологическими корпорациями и фармацевтическими гигантами. Они арендуют старые банковские помещения и бывшие склады, оборудуя их под временные хранилища слитков и ценных бумаг. В Техасе и Иллинойсе запускаются экспресс-заводы по переплавке золота. Заводы принимают заказы на смену маркировки слитков и формирование новых партий для зарубежных клиентов. В частных чатах между финансовыми советниками обсуждается, что впервые за 12 лет в Чикаго зафиксировали перебои с доступом к золотым сейфам. Параллельно, крупные венчурные фонды и управляющие семейными капиталами сокращают долю бумаг Федерального резерва в портфелях, переводя средства в активы, обеспеченные гарантией золота, в том числе в физические слитки, а не только в биржевые фонды. В Сингапуре и Дубае запускаются новые офшорные платформы для мгновенного обмена золота на электронные облигации. Счета на этих платформах открывают сотни американских инвесторов, не аффилированных напрямую с государством. Аналитики в Лондоне отмечают рекордный объем выдачи срочных кредитов под залог драгоценных металлов. Клиенты готовы оставлять золото в сейфах ради быстрой конвертации в евро, швейцарские франки или фунты стерлингов. В Женеве банки переводят часть своих резервов в запасы швейцарских золотых монет, чтобы мгновенно реагировать на изменения спроса со стороны международных групп, работающих на американском рынке. В этот же момент в СМИ просачиваются сообщения о крупных переводах из фондов, традиционно хранивших средства в Нью-Йорке, в закрытые хранилища на острове Джерси и в Лихтенштейне. Финансовые консультанты получают заказы на консультации по вопросам переноса долей из американских пенсионных накопительных планов в иностранные ценные бумаги, обеспеченные золотом. Международные консалтинговые фирмы фиксируют всплеск запросов на изучение рисков прямой национализации частных активов в США. Юридические компании в Майами и Хьюстоне публикуют специальные инструкции для состоятельных клиентов. Пошаговый алгоритм по быстрому вывозу капитала в случае введения экстренного состояния или резкой смены режима валютного регулирования. К маю, сразу после серии громких рейдов на американских таможнях, крупнейшие американские инвестиционные фонды выпускают внутренние меморандумы, в которых предупреждают: возможно временное блокирование некоторых валютных операций, а перевод средств в драгоценные металлы — единственный способ гарантировать сохранность капитала.
Отделения страховых компаний увеличивают стоимость полисов почти вдвое, объясняя это рисками волатильности и угрозами внезапного скачка спроса. В прессе появляется волна слухов. Несколько членов советов директоров ключевых американских банков неожиданно вылетают в Лондон и Цюрих для личных консультаций с управляющими швейцарскими фондами. Параллельно из Калифорнии и Флориды поступают данные о закрытии десятков частных инвестиционных клубов, которые ранее обслуживали состоятельных клиентов. Причиной называется неопределенность на глобальных рынках. В конце весны 3 крупнейших мировых рейтинговых агентства одновременно понижают перспективы долговых обязательств США, а биржевые фонды, ориентированные на золото, фиксируют рекордный приток средств от физических лиц за всю современную историю. В Голливуде, где традиционно инвестируют в арт-рынок, происходят аукционы с расчетами не только в долларах или евро, но и слитках золота. В каталогах лотов впервые появляется графа «Оплата золотом по весу». На улицах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса участки доставки инкассаторских машин теперь патрулируют двойные наряды охраны, а банки нанимают бывших сотрудников спецслужб для сопровождения слитков между хранилищами. Даже небольшие брокерские конторы предлагают клиентам эксклюзивные условия на хранение драгоценных металлов в частных сейфах в Канаде и на Багамах. Весна подходит к концу, но ритм перемен только ускоряется. Каждый день появляется новая волна новостей о выведенных активах и необычных сделках на рынках золота. Крупнейшие инвесторы уходят с долларов, постепенно формируя за кулисами новую финансовую реальность. Уже сейчас в кулуарах обсуждаются детали масштабной перезагрузки системы, и именно в этот момент формируется сценарий, который в ближайшее время изменит баланс сил на мировой финансовой арене. Пока в залах Форт Нокса и офисах Манхэттена кипят авральные расчеты, Вашингтон готовит масштабную перезагрузку всей финансовой архитектуры. На закрытых брифингах среди регуляторов обсуждается запуск новой системы долларово-золотого курса. Впервые за последние 50 лет структура валюты США может получить неофициальную жесткую привязку к запасам драгметаллов. Руководители Федерального резерва вводят в действие протокол под кодовым названием «Операция Феникс». Согласно инсайдерской информации, этот план предполагает разделение старого и нового долларов. Прежние банкноты постепенно выводятся из обращения, а вместо них на рынок поступает лимитированная серия банкнот с особой защитой и цифровой маркировкой, обеспеченной частичным золотым покрытием. В крупнейших банках на Уолл-стрит внедряют экстренный пересчет всех находящихся в обороте долларов. Новые протоколы требуют обязательной сверки цифровых активов с объемом резервов в трезорских хранилищах. Ряд корпораций, входящих в состав Совета по надзору за стабильностью финансовой системы, получают закрытое распоряжение в течение 60 суток перевести часть ликвидных резервов в обезличенные золотые депозиты, размещенные на специально созданных счетах федерального масштаба. Для контроля за этими операциями создается Временное агентство при Министерстве финансов, куда срочно командируют сотни аудиторов и специалистов по кибербезопасности. Параллельно в Конгрессе подготавливают комплекс специальных законопроектов, гарантирующих возвращение части валютных резервов из зарубежных депозитариев на территорию США. Американские представители в Лондоне и Цюрихе без шума проводят переговоры с владельцами частных сейфовых хранилищ. На столе соглашение об ускоренном реимпорте слитков в обмен на налоговые послабления и гарантии защиты активов. В Сенате появляется законопроект о введении особого статуса для внутрироссийских и китайских взаимных расчетов, в которых теперь требуется только золотой или физически обеспеченный доллар. В сфере цифровых технологий запускается пилотная линия по оцифровке части золотых резервов с присвоением уникальных цифровых меток каждому слитку, находящемуся в федеральных и частных хранилищах. Программисты из Сан-Франциско работают в круглосуточном режиме. Их задача интегрировать новую платформу в национальную сеть расчетов. В этот же момент крупнейшие инвестиционные платформы временно приостанавливают торги по старым долларовым деривативам, а брокерские конторы уведомляют клиентов о возможной конвертации части активов в индексированные золотом облигации. На международной арене американские дипломаты выходят на переговоры с представителями Евросоюза и стран ОПЕК. Обсуждается создание совместных золотых резервов для поддержки межконтинентальных торговых соглашений. В Женеве проходит ряд конференций, на которых обсуждаются детали запуска альтернативных каналов платежей, обеспеченных золотыми сертификатами.
В ответ на эти шаги азиатские правительства готовят свои протоколы взаимодействия. Китай, Индия и Саудовская Аравия отправляют дипломатические ноты с предложением объявить мораторий на взаимные санкции против золотых сделок. Отделения банков в Хьюстоне и Бостоне переходят на усиленный режим работы. Вводятся новые процедуры по идентификации крупных транзакций. Клиентам предлагается обновленная линейка счетов, привязанных к цене золота в реальном времени. На витринах офисов появляются первые образцы цифровых карт для расчетов в условных золотых единицах. Каждая карта подкреплена лимитом, который напрямую зависит от текущего запаса слитков в национальных хранилищах. В это время крупнейшие корпорации Силиконовой долины спешно пересматривают внутренние инвестиционные правила. Совет директоров одного из ведущих IT-гигантов одобряет экстренную покупку золотых активов на сумму, эквивалентную квартальному доходу компании. В корпоративных чатах появляются инструкции для топ-менеджеров. Все новые проекты бюджетируются с учетом динамики золотого индекса, а выплаты по ключевым бонусам теперь могут поступать сразу в двух валютах – долларах нового формата и цифровых золотых сертификатах. На товарных биржах Чикаго и Нью-Йорка происходит быстрая переоценка всех контрактов. Котировки фьючерсов и опционов пересчитываются исходя из нового расчетного курса. Теперь в прайс-листах появляется дополнительная строка. Фиксинг на основании золотого баланса Форт Нокса и резервных фондов. По ночам склады хранилищ работают без остановки. Сотрудники пересчитывают и апгрейдят слитки, которые поступают в обращение для поддержки нового цикла расчетов. В департаментах страховых компаний пересматривают параметры полисов на перевозку драгметаллов. Страховщики требуют двойную маркировку слитков и фотофиксацию каждой операции. В Нью-Джерси на складах системы резервных перевозок появляются независимые инспекторы. Их задача в режиме реального времени контролировать доставку партий золота, которые должны подкрепить новые эмиссии долларов. К маю, после нескольких недель суеты, федеральное правительство публикует первые официальные разъяснения. Доллар переходит на режим частичного золотого покрытия для всех стратегических расчетов между государством и крупнейшими корпорациями. Вводится особая система отслеживания движения резервов. Теперь каждое изменение в фондах фиксируется на национальной блокчейн-платформе, а доступ к этим данным получают только избранные операторы с ограниченным уровнем допуска. Параллельно запускается программа обратного обмена старых долларов на новые банкноты через сеть банков-партнеров по всей стране. Владельцам крупных депозитов предложен выбор: либо вывести средства в новые золотые облигации, либо конвертировать часть активов в цифровые золотые сертификаты с правом мгновенного вывода. В первых числах июня кредитные организации фиксируют быстрый рост интереса к новым продуктам. Клиенты из сферы крупного бизнеса и венчурных капиталов массово подают заявки на открытие счетов, привязанных к золотому курсу. В эти же дни в Лондоне, Франкфурте и Сингапуре запускаются первые внешние платформы для расчетов с американским партнером по новым правилам. Их операторы сообщают, спрос на контракты, привязанные к золоту, превышает ожидания в 3 раза, а количество запросов на долгосрочные депозиты в золотом долларе становится крупнейшим в истории. Финансовые аналитики подсчитывают, за 1 месяц мировая система расчетов меняет привычную структуру. На долю золота и обеспеченных им долларов приходится уже почти 1/3 всех операций на глобальном валютном рынке. Впервые за многие десятилетия привычное финансовое равновесие дает сбой. Доллар, переживший десятки кризисов и санкционных бурь, меняет свою природу на глазах у миллиардов людей. За кулисами наблюдатели отмечают, как каждый новый шаг Америки заставляет корректировать правила игры даже самых консервативных игроков на рынке. Именно сейчас формируется контур нового финансового века, в котором золото вновь становится не только символом стабильности, но и настоящим оружием между континентами.